Она хочет с тобой отношений. Кто же это? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, делиться видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, ребятушки, что я вам скажу? Многие, которые меня смотрят сейчас, пережили обман от женщин. Причем обман от женщины, которая была, скорее всего, либо же вашей женой, либо вы планировали, может быть, жениться. Ну, жить долго и счастливо и умереть в один день, как в сказке. Женщина манипулировала вами по-черному. У кого-то даже проиграется, что здесь были попытки, ну, либо же было сделано кому-то, да, вот магия со стороны этой вашей женщины. Магия, естественно, не белая, поэтому обратите внимание, и кому нужно сделать диагностику, пишите телефон под видео. Опять-таки вы выпадаете у нас королем жезлов. Почему-то очень часто вы стали выпадать именно вот в сигнификации королем жезлов. Это может значить, что вы такой очень сильный ревнивец, вы человек дела, вы не бросаете слова на ветер, вы потрясающий любовник. Вы можете быть огненного знака зодиака. В общем, вы такой человек-огонь. Неважно, сколько вам лет, но вы, в общем-то, еще полны сил, полны энергии. Патологически не терпите вранье, предательство, измена. Ни в каком характере. Вот даже лицемерие для вас неприпустимо. Вот просто вы хронически это не выносите. Может быть, потому что много пережили в своей жизни уже измен, предательства, обмана. Но если вы замечаете, а вы чувствуете людей очень классно, вы, в принципе, вы сами умеете манипулировать людьми, если того потребует ситуация. Может быть, даже вы любите иногда, ну, это так, в отместку, что ли. Вот видя, что человек пытается что-то соврать, сманипулировать как-то, слицемерить, вы можете начать вот включать свои такие очень тонкие, хитрые манипуляции этим обманщикам или предателям. Вы можете как-то очень тонко наказать человека. Вы не будете махать руками, да, это уже ниже вашего достоинства, но вы можете наказать. Причем я вам скажу, что опять-таки мне показывает, у вас тоже, у кого-то есть точно 100% магическая сила. У вас сильная энергетика, у вас крепкое слово, вам могут сниться вещи сны. Вы можете сами даже замечать и даже порой бояться своих мыслей и своих слов. Потому что бывали такие случаи у вас не единожды, когда вы что-то сказали, сказали, либо подумали, и это через какой-то период сбывается. Когда раньше, когда позже. Давайте сделаем как раз маленький опрос по этому поводу. Напишите, вот у вас сбывается то, что вы говорите, либо думаете. Ну, если вы говорите что-то в сердцах, на эмоциях, либо же даже думаете на эмоциях, ну, нужно бояться действительно этих слов и мыслей. Я уже опять-таки не раз озвучивала в видео, что все, что мы говорим и думаем именно на приподнятых эмоциях, в порыве злости, как правило, это происходит, но это очень часто сбывается. Плюс, ребята, маленькое такое отступление, есть ведьмовские минуты. Мало кто про них знает. Но, что самое опасное, никто не знает, когда они бывают. Если вы попадаете в эти ведьмовские минуты, вот сказали что-то сгоряча, и вы попали в эти ведьмовские минуты, это 100% сбудется. Поэтому хоть вы злитесь, хоть вы в шутку что-то говорите, всегда думайте, потому что бывают очень-очень страшные последствия. Вы человек, наделенный многими талантами, может проиграться, либо же несколько у вас образований, может быть у вас несколько специальностей, ну, которыми вы владеете, да. Вы, в общем-то, человек, который может смело называться мастером на все руки.
То есть вы умеете что-то починить, что-то, может быть, смастерить, там, построить дом, да, ну, то есть вы такой во всем, везде как-то разбираетесь. Даже если вы чего-то не умеете, вы банально открываете тот же, может быть, интернет, там, кто-то загуглил, кто-то еще какие-то книжки почитал, там, спросили у кого-то, и вы даже сами разбираетесь, поскольку вы очень такой наделенный суперским просто ну, умом, да, вот смекалкой какой-то. Вы очень быстро хватаете всю информацию на лету, вы очень быстро учитесь. Поэтому даже если вы в чем-то не понимаете, спросили, почитали, все отсканировали, и у вас это все пошло, и вы сами все делаете. Это здорово на самом деле. Итак, давайте-ка посмотрим, что же за женщина пришла к нам сегодня на расклад, которая хочет с вами отношений. Может быть, для кого-то это станет сюрпризом. Давайте-ка смотреть, что за женщина пришла. Женщина свободолюбивая, однозначно моложе вас, хрупкого телосложения, скорее темноволосая. Такой свободолюбивой она стала, наверное, ну, спустя какое-то время после того, как ее опять же предали. У нее точно, как и у вас, было предательство в отношениях. Поэтому какой-то период она для себя поставила, ну, как бы такой заслоночку, да, вот от личных отношений. Она какой-то период жила для себя, может быть, еще живет, но, тем не менее, одним глазком она присматривает мужчин. Вот именно вас этим одним глазком она присмотрела. Присмотрела не для романа, присмотрела для стабильности, для серьезных отношений. Эта женщина, ну, естественно, вы каким-то образом с ней знакомы, кто-то в интернете, кто-то в жизни, мы не будем привязываться, потому что это личный расклад. С этой женщиной может быть весело, с этой женщиной может быть ярко. Она может быть такая вот, знаете, тарахтелка, веселушка, хохотушка, у нее очень развязанный язык. Ну, она такая очень заметная. Она может делать какие-то безбашенные такие действия. Детей у нее нет, но она мечтает в будущем стать мамой, стать женой. И, в общем-то, почему она и положила глаз на вас? Потому что вы вызываете у нее какое-то ощущение стабильности и надежности. Это очень важно для любой женщины, когда ты чувствуешь надежность, ну, общаешься, и ты просто уверен в мужчине, и ты понимаешь, что бы ни случилось, этот человек тебе поможет, и ты можешь быть как за каменной стеной. Эта женщина, возможно, вам каким-то образом помогала, когда вам было тяжело, тоже может проиграться. Это может быть и задушевный разговор, просто даже если это по-дружески, по-соседски, там как угодно, у кого как проиграется. С этой женщиной вы могли действительно, кто-то, может быть, даже и планировал, либо будет планировать, да, вот отношения, потому что, ну, вы заметили, есть среди вас, ребят, те, которые заметили эту молодую особу, вы могли уже задумываться, либо же кто-то задумается, заметите, да, именно по ее такому вот отношению к вам. Пока, конечно же, вы не в отношениях с ней. Вы можете общаться, вы можете болтать, переписываться, как угодно. Вам уже с ней комфортно. И повторюсь, вы точно можете ее рассматривать как большую-большую новую любовь. Но пока в раздумьях. Что может у вас произойти? Как я уже сказала, это большая любовь, когда эмоции через край. Это женщина, которая, в общем-то, она не ищет никаких спонсоров. Ей не нужны мужчины, которые будут ее содержать. Она ищет комфорта. Смотрите, она очень страстная. Она женщина, с которой вы можете, ну, попробовать буквально все, да, вот в плане интима.
То есть она не будет говорить, что вот это я буду делать, вот это я не буду делать, это фу-фу-фу, а там я не прикасаюсь, а там я еще что-то не делаю, да. Вот она такая классная. Ну, я таких женщин называю экспериментаторшами. Вот вы с ней можете воплотить все, что вы когда-то себе намечтали, то, что вы не попробовали, может быть, со своими прежними женщинами. У таких женщин обычно голова никогда не болит. Ну, разве что они будут там при смерти, да, либо же там, ну, смертельно она будет уставшая, ну, тогда да. Но это такие очень редкие моменты могут быть. Ну, все мы люди, все мы человеки, и иногда мы можем уставать. Поэтому, кто хочет воплотить какие-то свои эротические фантазии, позажигать, кто хочет разбудить своего бобика, но здесь он точно будет счастлив. Здесь ему такое раздолье, гуляй по будочке, сколько влезет. И смех, и грех, правда, девчонки? Боже, почему я вас девчонки называю? Вот это да, вот это я уже договорилась. Потому что у меня на ТикТоке у меня женский больше канал, здесь у меня мужской канал, поэтому я уже путаюсь. Там я их чуть ли не мальчиками называю, а здесь девочками. Представляете, до чего я уже дожилась? Но опять же, ну смотрите, ну семейная карта, это даже не обсуждается. То есть на сегодняшний день она хочет с вами отношений, но очень скоро этих отношений захотите вы. Это так вот, если резюмировать, да, то, что вот я вижу. Отношения будут горячие, отношения будут страстные. Отношения будут, когда, ну, реально будет мало времени для отдыха, потому что вы не надышитесь друг друга. И это не обязательно, что вы будете там 24/7 не вылезать из кровати. Ну, так действительно Бобик сдохнет просто от того, что будет какой-то перегруз, да, и тогда уже не искусственное дыхание ничего Бобика не реанимирует. Он просто перегрузится, будут трудовые мозоли, и вообще, ну, ему как-то тяжко будет, да, если постоянно так впахивать. Он к этому не готов. Но с этой женщиной вы будете точно постоянно в активности в какой-то, потому что вот она такая свободолюбивая, ей все интересно, она очень любознательная, она очень любопытная. В принципе, тоже у вас эти качества есть, поэтому вам никогда не будет скучно. Вы можете как вместе посмотреть, грубо говоря, какую-то передачку, фильм, да, познавательный, непознавательный, ну, это уже по интересам. Точно так вы можете помчаться куда-то на природу, куда-то к родственникам, к друзьям, может быть, кто-то в сауну побежит. Ну, то есть, куда хотите, туда и пойдете, но дома точно она не будет долго сидеть. Что еще? Ну, ребят, даже не хочется мне больше ни одной карты вытаскивать, потому что это история, которая, наверное, напомнит вам либо же какие-то прежние отношения, которые у вас начинались тоже с такой любви, с такой безумной, с такой потрясающей. Вот чем-то это будет схоже, да, вот какие-то, может быть, либо черты в этой женщине будут схожи на, ну, что-то такое позитивное от прежней женщины. Не падайте в обморок, а то сейчас мне будете писать, что вот точно такая же, и чем это все закончилось. Нет, вот с этой женщиной у вас не будет абсолютно сомнений. Даже те из вас, которые очень сильно боялись обжечься, очень сильно боялись и опасались, только бы не обмануться, да, только бы не наступить на те же грабли, вот вы ей поверите. Вот поверите всей душой и сердцем. Может быть, потому что она, ну, такой человек открытый, в чем-то озорной, в чем-то такой легкий, безбашенная какая-то, да. Вот у вас не будут закрадываться даже мысли по поводу других мужчин. Здесь не будет повода от слова совсем. Когда есть внутреннее доверие, когда ты абсолютно уверен в человеке, ну, ты не будешь задумываться ни про каких соперников. Она вот будет как-то себя так вести, что даже мысль не проскользнет, что где-то кто-то что-то может быть. Но, повторюсь, опять-таки мне показано, что интима будет очень много в вашей жизни.
Кого-то это порадует, кто-то огорчится, потому что подумает, да нет, я не потяну, Бобик сдохнет, придется его закопать и надпись написать. Ну нет, ребят, даже если вам за 60, за 70, ну понятно, вы будете договариваться. Никто не хочет вас там реанимировать и вашего Бобика, да, хоть, может быть, кто-то и любит эту реанимацию, искусственное дыхание. Ну, понятно, многие это любят, мужчины, да. Мальчишки, а ну-ка, пишите, любите реанимацию Бобика? Ой, я сегодня что-то разошлась, расшалилась. Ну да ладно, я думаю, все люди с чувством юмора, я думаю, другие тарологи точно такого вам не рассказывают. У меня такие более, наверное, открытые, может, с такой немножко сексуальным, с таким подтекстом расклады, да, потому что я знаю, такая тематика и очень интересно, да, о такой тематике нужно разговаривать. В принципе, это больная тема очень многих людей. И если замыкаться, не решать эти все проблемы, плюс еще я как психолог пытаюсь вам немножко пояснить некоторые моменты, и знаете, я вот буду счастлива, если хотя бы несколько человек останутся, ну, не то чтобы счастливыми, а останутся, ну, как-то вот довольны, если воспрянут как-то вот после моих раскладов. Вы мне многие пишете, спасибо большое вам за это, что в чем-то даже вот расклады спасают, кто-то оживает, у кого-то открываются глаза. И, ну, я действительно, я очень рада, что я помогаю хотя бы таким способом. Даже если кому-то из вас, хоть и одному человеку станет легче, я буду рада. Поэтому пишите, кому легче, да, кто-то меня уже как сериал смотрит, кто-то ради голоса смотрит, спасибо большое, мне тоже он нравится, скажу вам по секрету. Вот, ну, вот такие дела. То есть, смотрите, в общем-то, резюмируя, я вам скажу, что все у вас наладится в жизни. И семья у вас будет, и потрясающая женщина. И не будет даже капли сомнения. Вот не будет. Вы будете вот довольный жизнью человек. Влюбленный, любящий, довольный. Вот знаете, будет такое состояние, что мне больше никто и ничего не нужно. Вот вам будет просто хорошо с этой дамой, и все. Вот просто-просто хорошо. Те дамочки, которые будут пытаться как-то вот к вам подкатывать, ну, вы будете их отшивать просто. А у вас, вот смотрите, начнется период, когда начнут как-то вот подкатывать все больше и больше женщин. Но вы-то будете уже заняты на тот момент. Поэтому будете деликатно от них отбиваться. Да? Ну, может быть, кто-то не деликатно, если будут особо назойливые. Ну, главное, сильно далеко их не посылайте. Ну, вы же культурные мальчики должны у меня быть. Поэтому не вешать нос, настрой на позитив. Все только начинается. Бобика жалеем, сильно не напрягаем, тренируем по возможности. Ну и все будет зашибись. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!